Ребят, привет! Сегодня мне хочется поговорить на такую тему, как что подойдет ленивым. Я, наверное, себя отношу именно к таким. Давайте разобьем, наверное, мой жизненный опыт, связанный с волосами. Ну, скажем так, наверное, на три этапа. Первый этап — это когда я ощутил, что волосы выпадают. Я там всеми способами пытался их вылечить, как-то повлиять, чтобы они перестали выпадать. Вторая стадия — это была, собственно, то есть сначала в первой стадии я пытался средствами различными найти способ их приостановить их выпадение, оставить у себя. Второй этап — это поиск каких-то способов уже более сложных, назовем, ну вот именно к более сложному опыту относится операция моя Food, по технологии Food, после которой остался шрам. И да, некоторые ребята спрашивают, как вообще так? Ты доверился и тебе сделали, ну, в общем, этот шрам. Ну, да, вот такой вот я доверчивый человек, тем более, когда ты ощущаешь проблему, ты стрессуешь по ней, ты молод, и тебе хочется хорошо выглядеть. И плюс вот это вот наше постсоветское образование, когда мы должны верить всецельно и доверяться врачам, там, я не знаю, каким-то вышестоящим учителям и вот каким-то вышестоящим вроде как профессионалам, то, конечно, мне сказали, что могут сделать, тем более, что за деньги, за большие деньги. У меня не было немало сомнений, что за такие большие деньги тогда это стоило, по-моему, около $4000, но, чтобы вы понимали, в 2010 году, или нет, это было в 2011, ну, 10 или в 2011 году, $4000, это было, наверное, как сейчас, в раза 2 или 3 больше. Вот, ну, точнее, на эти деньги можно было кучу всего купить, намного больше, чем сейчас, учитывая инфляцию. И, конечно, у меня не было каких-то опасений, что меня обманут. Тем более, ну, не было еще такого у меня в жизни обмана, наверное, тем более на такие большие деньги. Ну, конечно же, я доверился, и я всецело верил, даже когда мне говорили, что шрам мой это временное явление, хотя, естественно, никакое это не временное явление, и все люди, которые сделали операцию, трансплантацию по методике Food, имеют все тот же шрам и всю ту же проблему. Вот. Третий период, это, наверное, когда я уже полностью смирился, я понял, что, ну что ж, в принципе, с этим ничего не сделать. Я взрослел, и мне кажется, вообще в мире даже уже как-то лысые люди становились модными, что ли. То есть, если раньше это было типа «Вау, лысый», то все дальше и дальше мир как-то привыкает к лысым, и это становится даже отчасти, может быть, возможно, даже тренди отчасти. То есть появляются какие-то герои в кино, на телевидении, там, в шоу и так далее, которые лысые, музыканты, и которые как бы несут в себе вот эту вот уверенность в своей лысости. И мне кажется, это влияет также на лысых людей. Ну, во всяком случае, я ощутил, что в принципе, как бы, ну, лысый, ну что ж уже сделать, ничего не поделать. Вот. И третий период, это когда вот, собственно, я узнал о системе волос, я ее попробовал, и вот последняя моя пересадка, которая, вот видите, сейчас мы все за ней наблюдаем, это вот сейчас прошло практически 2 месяца, вот сейчас шоковая терапия, по сути видны как раз-таки волосы, только, ну, я сейчас практически в ноль все постриг, и видны вот волосики, это которые еще после моей фуд-терапии. Почему я называю вот это видео «Что подойдет ленивым»? Ну, и почему я разделил свое видео на 3 вот этих вот этапа. 3 этапа, на третьем этапе я, собственно, принял ту проблему, с которой я уже и так 10 лет жил. Я понял, что сопротивляться, в общем-то, не стоит, и даже сейчас, когда я пробую вот эти вот методики и вот эту пересадку волос, если вы смотрели все мои видео, я уже говорил о том, что даже вот эту пересадку волос я это решил буквально вот моментально. Я увидел, посмотрел, изучил, собрал всю информацию и через недели, полторы или 2 уже поехал на операцию. То есть мне не нужно долго вот это вот в себе все хранить, чтобы понять, чтобы взвешивать, нужно, не нужно, нужно просто действовать, как сказал мой друг, меньше
лишних мыслей и больше дела. Я поехал, сделал операцию, потому вот и решил с вами опять-таки тоже делиться этой информацией. Но что касается самого себя, я, наверное, уже вот на этом третьем этапе отношу себя к ленивому. Мне на самом деле, я не очень сильно волнуюсь по поводу того, что нужно обязательно волосы, которые сейчас вот в этой зоне, за ними особый уход. Да, я придерживаюсь всех тех правил, которые мне говорят и сказали в клинике. Я их там очень аккуратно к ним отношусь, но в то же время я не добавляю там каких-то куча препаратов наверх, которые могут стимулировать рост. Даже витамины, честно говоря, я иногда забываю пить. То есть для меня подходит вот этот вот ленивый вариант, который, в принципе, на моем жизненном пути это уже не самое важное. Волосы — это слишком уж много лет я об этом думал. То есть если они прорастут и позволят мне, например, отращивать там какую-то определенную длину, очень хорошо. Если нет, ну, я очень сильно сожалеть по этому поводу не буду. И мне опять-таки интересно, как это все работает. И я еще раз хочу дождаться тех времен, когда, как мне кажется, такое уже элементарное пустяковое дело, как клонирование волос, должно иметь место в нашей жизни, когда у вас будет брать один волос и из него там клонировать кучу дополнительных волос, и с помощью робота, потому что робот делает это все быстро, вот эту часть как минимум все это засеивать, и не там 5-6 тысячами графтами, а там, не знаю, 30-кой какой-нибудь, понимаете? Чтобы после этой операции вы ждали год и понимали, что после года у вас будет не просто вы закроете какую-то часть волос, это особенно ребят, у которых 7-я степень, такая же, как у меня, вот полное облысение. Да, ребят, у которых просто вот залысины или здесь, вам на самом деле париться на данный момент не о чем, потому что даже те же 3-4 тысячи графтов вашу проблему решат просто, мне кажется, на отлично, и у вас будет реально вот классная шевелюра, с которой можно будет делать все, что угодно. Что же касается вот меня и ребят, у которых 7-я область облысения, то есть это вот как у меня, да, нам только остается ждать, ну, точнее, или принять вот эти вот реденькие прически, которые можно решить с помощью пересадки, или же вот мой вариант, я на самом деле, мне нравится лысина, но хочется просто вот иметь такой, знаете, вид линии роста волос, чтобы то есть не было тут сильных залысин, как они сейчас есть. Но вот видите, сейчас они на самом деле выпали, но ощущение, как будто бы волосы есть. То есть меня вот это устраивает, как мне кажется, когда они вырастут. Вот, либо же ждать тех времен, когда появятся роботы, точнее роботы уже есть, и когда появится возможность клонирования одного волоса, и в течение одного дня можно будет трансплантировать там 20 тысяч или 30 тысяч графтов. То есть вот это как бы решит полностью любые проблемы облысения. Я верю, что это все-таки будет. Что касается средств, мне уже на самом деле, то есть если я что-то пробую, это скорее, наверное, рассказать вам и понять вообще, что работает или не работает. У меня вот такой пытливый мозг, мне хочется докапываться до сути, что на самом деле работает, что не работает, какие клиники хорошие, какие клиники плохие, какие клиники хороши только потому, что у них работает отлично маркетинг, но по сути они там могут сравниться, например, с теми же клиниками там за 1200 или за 1500 евро, хотя они прилагают свои услуги там за 8 или за 5000 евро. То есть вот эти вот все вещи, мне это интересно. Интересно с вами делиться, тем более я вижу, что это реально востребовано и это нужная информация. Вот. К какому типу относитесь вы? То есть к тем людям, которые реально очень сильно волнуются до сих пор, либо уже смирились, либо еще думают, как вообще с этим справиться. И тоже, ну, конечно, может быть, такое видео получилось немножко сумбурное, потому что я к нему, то есть мне хочется просто вам рассказать свою историю, я к нему там особо не готовился, но у меня вот эта вот тема, я уже как бы несколько раз сам о ней задумывался, о вот этом вот, знаете, ленивом отношении
к облысению. То есть я не хочу тратить кучу денег на то, чтобы восстанавливать те волосы, которые, ну, в принципе, у меня и так уже давно потеряны. Да, это имеет смысл, возможно, тем, у кого еще куча своих волос, но началась только потеря волос. Да, я вас понимаю, это вот как раз-таки можно. У меня уже вот этой части нет, потому я ищу, что называется, самые простые и самые оптимальные способы, чтобы как бы решить эту проблему. Вот. И для меня, то есть почему я сделал вот эту вот операцию, чтобы, ну вот, то есть мне вот одна пересадка, ну не считая первой, которая там была сколько там, 10 лет назад, вот последняя моя операция 2 месяца назад, вот она сейчас решает, что называется, ту проблему, которую я хотел давно, рисунок волос, то есть чтобы у меня был просто рисунок лысых волос. Про системы волос тоже очень офигенная вещь, я про них чуть позже буду рассказывать больше, особенно тогда, когда я уже смогу наконец-таки их клеить себе на голову, чтобы вы тоже увидели. И почему мне тоже нравится система волос, потому что это, ну, отчасти это и ленивый способ, отчасти такой кропотливый, потому что все-таки правильно наклеивать самому дома, это непросто. А заказывать эти системы, это тоже непросто. То есть тут нужна помощь. И я с этим сам разбирался достаточно долго. Но когда ты наклеил там себе раз в неделю, я, как правило, это делаю, и хожу просто с идеальной головой, с идеальными волосами и не парюсь вообще ни о чем. То есть это тоже вот что касается такой моей ленивой концепции. Один раз нашел отличного парикмахера, один раз заказал супер отличную систему, один раз, ну правда в неделю наклеил ее и забыл. У тебя целую неделю просто идеальные волосы. То же самое, вот, что касается вот пересадки. Один раз я нашел хорошую клинику, которая сделает отличную, можно даже сказать, клинику, которая сделает пересадку волос. И, собственно, имеется результат, которым мне хотелось до этого. И, ну, возможно, я второй еще раз поеду, потому что вот это вот тоже нужно, конечно, все сделать. Ну и вот как бы я реально не хочу каждый день думать о волосах как о проблеме. Больше я рассматриваю волосы, это как такая, это наука, это то, о чем интересно узнать, почему это происходит, чтобы решать вопросы, у кого нереально есть, и для кого еще вот на какой-то начальной или средней стадии, которой можно как бы еще как-то воздействовать на волосы, чтобы их не потерять. Ну, для тех, опять-таки, как и я, с 37-й стадии, мне кажется, это самый простой способ. То есть не нужно там мучить свою голову различными средствами, потому что то, что уже выпало, ну, вряд ли оно вырастет само. И проще поехать, сделать себе пересадку и подождать, ну вот, конечно, ждать долговато, и подождать там этот год или полгода, смотря как у вас там, ну, в принципе, уже через полгода начнут появиться результаты, и ходить уже не с залысиной, потому что самое некрасивое это залысины, не столько лысина, сколько залысины. Вот, и сделать раз в год, тем более это сейчас совсем недорого, как мне кажется. Хороший ноутбук стоит дороже, и все, и просто забыть об этом вопросе. Ну и как бы просто уже думать, направлять свою энергию в какое-то другое русло. Вот так вот немножко хаотично получилось, но надеюсь, в целом вы мою идею поняли. Поделитесь в комментариях, что вы об этом думаете. Не забывайте о том, что у нас есть телеграм-канал, где мы с вами общаемся и обмениваемся полезной информацией. И именно там появляются сначала ответы на ваши вопросы, там же появляются какие-то интересные от вас информация, которую я узнаю, и также беру на рассмотрение, и только потом уже на YouTube. Так что присоединяйтесь к нашей комьюнити, делитесь вашей информацией. Также благодарю вам, ребята, тем, особенно кто пишет и рассказывает свой опыт, какой-то особенно действенный опыт, или же да неудачный опыт, это тоже опыт. Это что касается различных средств,
Какие-то средства мы уже с вами обсудили, какие-то еще мы даже не знаем. И вот если вы об этом расскажете мне, я об этом обязательно сниму отдельное видео. По поводу клиник, где, в каких клиниках вы пробовали делать пересадку волос, опять-таки положительные отзывы, отрицательные отзывы, любые отзывы это отзывы. Я формирую определенную базу, где у меня уже есть положительные клиники, средние клиники никакие и отрицательные клиники. Поэтому и я до сих пор вижу по вашим комментариям, что многие из вас до сих пор почему-то, я это называю как намазано, прям несетесь в клиники, которые или никакие клиники, или, мягко говоря, отрицательные клиники, которые ничем, скажем так, не выделяются хорошим среди других. Вот, именно поэтому я говорю, что если хотите, пишите мне, но пишите только в личку, и я вам порекомендую из этой уже базы, которая есть, клиники, которые проверены. Проверены на мне, проверены на других ребятах, чтобы получить, чтобы не просто потратить 1 год и деньги, а получить результат, что, мне кажется, очень важно. Не забывайте подписываться, нажимать колокольчик, чтобы не пропускать видео, и пускай голосится.